Истинная любовь. Из работ Шри Аурабинда и Матери. Наивысшая божественная любовь – это творческая, созидательная сила. И хотя она может существовать в полной самопоглощенности, безмолвной и неизменной, все же она с радостью обретает внешнюю форму и выражение, и не обречена оставаться безгласным и бесплотным божеством. Сказано даже, что само творение явилось актом любви, или по меньшей мере развертыванием пространства, на котором божественная любовь могла бы проявлять свои символы и изливать себя в акте взаимности и самопожертвования. И если и не изначальная природа творения, то такова вполне может быть его окончательной цель и мотивация. Быть может, в настоящее время трудно увидеть это, поскольку, несмотря на то, что божественная любовь наполняет мир, поддерживая всю его эволюцию и развитие всех созданий, тем не менее суть жизни и ее проявления представляют собой столкновение эгоистических формаций, разделение и разобщенность, борьбу жизни и сознания за существование и выживание в этом выглядящем безучастном, беспощадном и даже враждебном мире безжизненной и бессознательной материи. В замешательстве и смуте этой борьбы все создания жестко противопоставлены друг другу, и каждый стремится в первую очередь и прежде всего утвердить собственное существование, и только затем утвердить себя в других и в ничтожной степени ради других. Ибо даже альтруизм человека остается эгоистическим в своей сути и не может не быть таковым, пока его душа не постигнет секрет божественного единства. Именно на то, чтобы открыть это единство в его наивысшем источнике, излить его изнутри и охватить им всю жизнь, вплоть до крайних ее рубежей, и направленное усилие йоги. Всякое действие, всякое творческое проявление должно превратиться в выражение и символ преклонения перед Божественным, в акт любви и преданности, в жертвоприношение. Оно должно заключать в себе нечто, что запечатлело бы в нем движение благоговения и самопосвящения, восприятие и выражение божественного сознания, служение возлюбленному, самоотдача и самоотречение. Вся жизнь, когда она превращается в такое служение возлюбленному, все действия, совершаемые из любви к ближнему и из любви к миру и населяющим его созданиям, которые опять же воспринимаются как божественное, явившее себя во множестве образов и обличий, становятся в силу самого этого факта частью интегральной йоги. Любовь – это одна из величайших универсальных сил. Она существует сама по себе и действует свободно, независимо от того, в чем и посредством чего проявляет себя. Она проявляется всюду, где находит возможность для этого, во всем, что готово воспринять ее, во всем, что хотя бы в какой-то мере раскрывается ей. То, что вы называете любовью и что кажется вам чем-то сугубо личным и индивидуальным, это лишь ваша способность воспринять и выразить эту универсальную силу. Но из того, что она универсальна, отнюдь не следует, что она несознательна. Наоборот, это в высшей степени сознательная сила. Она осознанно стремится явить и воплотить себя на земле. Она вполне сознательно выбирает орудия или сосуды для своего проявления, пробуждает к восприятию своих вибраций тех, в ком есть способность откликнуться ей, и пытается осуществить в них то, что является ее вечной целью. А если используемый инструмент оказывается непригодным, она оставляет его и обращается к другим. Люди думают, что они неожиданно влюбляются друг в друга. Они видят, как любовь охватывает их, растет и затем угасает. Или же, быть может, длится чуть дольше у тех из них,
кто больше приспособлен к тому, чтобы хранить ее в себе. Но когда они воспринимают то, что с ними происходит, исключительно как свое личное переживание, это иллюзия. Просто их захватила одна из волн необъятного океана вселенской любви. Любовь всемирна и вечна. Она постоянно проявляется в мире, и сущность ее неизменна. И это божественная сила, ибо все искажения, которые мы видим в ее внешних проявлениях, обусловлены несовершенством самих ее орудий. Любовь являет себя не только в человеческих существах, она повсюду. Она обнаруживает себя в растениях. Пожалуй, даже в камне различимо ее движение. Легко заметить ее присутствие в животном мире. Все искажения этой великой божественной силы являются следствием темных, невежественных и эгоистичных свойств ее ограниченных орудий. Любовь, как сила вечная, лишена какого бы то ни было вожделения, желания, жажды обладания, своей корыстной привязанности. В своем чистом проявлении любовь представляет собой стремление индивидуального «я» к единению с Божественным, стремление абсолютное и безусловное, невзирая ни на что. Любовь божественная отдает себя, ничего не прося взамен. Но стоит ли говорить, что сделали с ней люди? Они превратили ее в нечто уродливое и отталкивающее. И все-таки даже в людей первое прикосновение любви несет в себе что-то от ее высшей чистоты. На миг в них проявляется способность забыть себя. На миг божественное касание любви пробуждает и усиливает все самое благородное и прекрасное, что в них есть. Но очень скоро вновь берет верх их человеческая природа, в которой так много нечистых желаний, требуя воздаяния за свои чувства, пытаясь получить что-то взамен, настаивая, не считаясь ни с чем, на удовлетворении своих низших побуждений, искажая и оскверняя то, что изначально было божественным. Чтобы быть проводником божественной любви, нужно обладать способностью воспринимать эту любовь, ибо ее могут проявить в себе лишь те, кто по природе открыт ее подлинному движению. Чем шире и прозрачнее у них эта открытость, тем в большей степени воплощает себя в них божественная любовь в своей первозданной чистоте. И напротив, чем больше она смешивается в людях с низшими человеческими чувствами, тем сильнее степень искажения. Тому, кто не может открыться любви в ее сути и истине, не дано достичь божественного. Даже те, кто стремится к нему по пути знания, в конце концов приходят к такому рубежу, когда дальнейшее продвижение невозможно без восприятия любви и осознания двух начал как единого целого. Знание, которое представляет собой свет единения с Божественным, и любви, которая является душой знания. Существует такой этап в развитии человеческой души, когда эти два начала сливаются в одно, так что уже невозможно разделить их. Когда сознание отделилось от своего источника и стало несознанием, источник испустил любовь, чтобы заново пробудить сознание из глубин несознания и вернуть его к соприкосновению со своим источником. Можно сказать, что в своем истоке любовь – это верховная сила притяжения, которая в ответ пробуждает необоримую силу абсолютной самоотдачи. Они представляют собой два полюса стремления к полному взаимослиянию. Никакое другое движение не могло бы лучше и более надежно, чем это, перекинуть мост через бездну, развершуюся из-за чувства обособленности, которое возникает при формировании индивида. Было необходимо возвратить к себе то, что было испущено в пространство без разрушения с этой целью Вселенной, созданной таким образом.
Вот почему из источника излилась любовь, необоримая сила единения. Когда пекарь хочет, чтобы тесто, приготовленное для выпечки хлеба, поднялось, он добавляет в него немного дрожжей, и тогда изнутри с тестом происходит эта трансформация. Когда Всевышний захотел пробудить материю, взбудоражить ее и заставить восходить к Богу, Он сам низрился в материю в виде любви, и теперь вся эта трансформация происходит изнутри. Мы можем выбирать из множества рассказанных историй о сотворении мира. Историй более или менее истинных, более или менее полных, более или менее выразительных. Мы можем, по крайней мере, использовать эти истории как средство, позволяющее оживить для нашего сознания что-то, что иначе оставалось бы слишком далеким от нас. Я собираюсь рассказать вам одну из таких историй, очень кратко. Не принимайте ее за Евангелие. Пусть это будет просто история. Когда Всевышний решил экстериоризировать себя для того, чтобы иметь возможность увидеть себя, первое в себе, что он экстериоризировал, было знание мира и сила сотворить его. Это знание, сознание и сила начали свою работу. У Всевышней воли был план, и первым его принципом было выражение основополагающей радости и основополагающей свободы, которые были самой интересной чертой этого творения. Так что были необходимы посредники для выражения этой радости и свободы в формах. И сначала были эманированы 4 существа, чтобы начать это универсальное развитие, которое должно было представлять собой поступательную объективизацию всего, что потенциально содержится во Всевышнем. Эти существа были по принципам своего бытия сознанием и светом, жизнью, блаженством и любовью и истиной. Вы можете легко себе представить, что они обладали чувством огромной силы, великого могущества, чего-то грандиозного, поскольку по сути своей они представляли сам принцип этих вещей. Кроме того, у них была полная свобода выбора, ибо это творение должно было представлять собой саму свободу. И как только они принялись за работу, у них было свое представление о том, как это должно было быть сделано. Будучи совершенно свободными, они предпочли делать это независимо. Вместо того, чтобы занять позицию слуги и инструмента, о которой говорит Шри Ауробинда, они, естественно, заняли позицию господина. И эта ошибка, как я могу назвать ее, была первопричиной, основополагающей причиной всего беспорядка во Вселенной. Как только произошло разделение между Всевышним и тем, что было эманировано, сознание изменилось в несознание, свет во тьму, любовь в ненависть, блаженство в страдание, жизнь в смерть и истину в ложь. И они продолжали создавать свое творение независимо в обособлении и беспорядке. Результатом является мир, как мы его видим. Он был создан поступательно, этап за этапом, и было бы действительно слишком долго все это вам рассказывать. Но в итоге финалом стала материя, сумрачная, несознательная, жалкая. Созидательная сила, которая эманировала этих 4 существ, по сути для создания мира, наблюдала за тем, что происходило, и, обратившись к Всевышнему, стала молить его об устранении этой ошибки и исцелении от зла, которое было совершено. Тогда ей был дан приказ низвергнуть свое сознание в это несознание, свою любовь в это страдание и свою истину в эту ложь. И более великое сознание, более всеобъемлющая любовь, более совершенная истина, чем те, что были эманированы в начале, погрузились, так сказать, в ужас материи, для того, чтобы пробудить в ней сознание, любовь и истину, и начать движение искупления, которое должно привести материальную вселенную обратно к Всевышнему Источнику.
Когда Божественное явило миру свою любовь, это произошло как высочайшая искупительная жертва, самоотдача Высшего Я. Само совершенное сознание по собственной воле низошло и растворилось в бессознательной материи, с тем, чтобы в темных безднах материи пробудилось сознание, и чтобы мало-помалу высвобождающаяся из этих сфер божественная энергия смогла сделать весь проявленный мир высшим выражением божественного сознания и любви. Это был акт поистине высшей любви. Добровольно оставить состояние божественного совершенства и безграничного знания ради того, чтобы войти в единение с бессознательным в мире неведения и тьмы. Но вряд ли люди назовут это любовью, ибо она не прикрывается поверхностными чувствами, ничего не просит взамен того, что дает, и жертва ее лишена всякой театральности. Сила божественной любви пытается найти в этом мире сознание, способное воспринять и воплотить в жизнь эту божественную благодать во всей ее чистоте. Стремление всего живого к любви – это непреодолимая тяга к ней, поиски ее, идущие из самого сердца мира, из всего живого. Все это результат воздействия божественной любви, скрываемой человеческими страстями и желаниями. Стремясь к самовыражению, она использует бесчисленное количество средств и все время терпит неудачу. Но эти бесконечные и настойчивые попытки когда-нибудь возымеют действие, и в один прекрасный день в мире раскроется способность к самоотдаче и истинной любви. Любовь – это высшая сила, эманация предвечного сознания, которая была им послана в этот мир косности и мрака, с тем, чтобы вернуть весь этот мир и его обитателей в божественное лоно. Материальный мир, лежавший во мраке и неведении, забыл о божественном. И тогда любовь снизошла в его тьму. Она пробудила все спавшие там и, отверзнув их глухие уши, прошептала им: «На свете есть то, ради чего стоит проснуться и жить. Это любовь». И, пробудившись к любви, мир тем самым получил возможность вернуться к Богу. Через любовь все сотворенное стремится ввысь к Божественному. И в ответном движении, навстречу этому стремлению снизу, божественная любовь и милость склоняются над своим творением. Только в таком взаимодействии, в таком слиянии земного и высшего, в этом движении от божественного к своему творению и от творения к божественному, и может проявиться любовь во всей своей первозданной чистой красоте, во всей своей силе и полноте, дарующей наивысшую радость. Этот мир был миром мертвой материи до тех пор, пока в него не снизошла любовь и не пробудила его к жизни. И с той поры, как тварный мир стремится отыскать этот божественный источник жизни, ему пришлось испытать все тяжелые переломы и повороты, изведать все ложные пути, блуждать, словно в ночном мраке, по всем возможным направлениям. Все сотворенное движется по пути к божественной любви, подобно тому, как слепой ищет то, что ему неведомо. Наивысшее достижение в этом движении – это любовь в той ее форме, которая в глазах людских выглядит самой возвышенной и самой чистой и бескорыстной, например, любовь матери к ребенку. В подобном проявлении человеческой любви в скрытом виде присутствует стремление к чему-то иному, отличному от того, что уже найдено. Но для него остается неизвестным ни где именно найти это нечто, ни даже что именно следует искать. В то мгновение, когда сознание человека пробуждается к божественной любви, любви чистой, не зависящей ни от какого конкретного проявления в человеческих формах, человеку становится понятно, почему столь долго томилось его сердце. Так в душе рождается стремление, которое пробуждает в сознании потребность в единении с Божественным. А далее неведение, в каком бы виде оно ни скрывалось в существе, любые вызванные им искажения, неизбежно должны потерять свою жизнеспособность
и исчезнуть. Вместо этого все существо создания, отзывающегося на любовь Творца, объемлет единое внутреннее движение ответной любви. И в свою очередь Божественное, отвечая своему созданию, изливает в его существо, если оно сознательно, пробужденно, способно нести в себе любовь к Божественному, свою любовь во всей ее безграничности. Таким образом, встречные движения смыкаются, и обоюдный процесс обретает полную завершенность. Крайности встречаются, сходятся противоположные начала, высший дух и проявленная материя. Их божественный союз обретает полную завершенность и постоянство. Представление о том, что есть в действительности любовь, в чем состоит ее назначение, смысл и дело, можно получить только в опыте, соответствующем сознанию достаточно высокого уровня. Всякое словесное описание окажется лишь ментальным построением, значительно искажающим то, что не может быть выражено никакими средствами. Философы, мистики, оккультисты – все они пытались найти определение любви, но тщетно. В мои намерения не входит преуспеть в том, что другим не удалось. Я хотела бы самым простым и доступным языком изложить то, что в их сочинениях представлено в столь отвлеченном и трудно воспринимаемом виде. Единственное назначение моих слов – подвигнуть всех, кто обратится к этим строкам, не исключая детей, к обретению живого опыта. Любовь в своей сущности – это радость самоотождествления вообще с неким иным, отличным от тебя объектом. Свое высочайшее выражение она получает в блаженстве полного взаимного соединения, слияния с Высшим. Между двумя этими крайними точками простирается все огромное многообразие проявлений силы любви во Вселенной. В истоке своего явленного бытия в этом мире, в своей исходной, исконно чистой сущности, любовь представляла собой два дополняющих друг друга динамичных начала, два полюса, стремящихся к полному слиянию друг с другом. На одном полюсе величайшая притягательная, влекущая к себе сила, на другом – непреодолимая потребность к полной беззаветной самоотдаче. Этот обоюдный процесс – единственный способ перебросить мост через пропасть, образовавшуюся, когда в индивидуальном существе сознание отделилось от своего первого истока и стало бессознанием. То, что было проявлено в пространстве, должно было возвратиться к себе, но не допуская при этом уничтожения сотворенного мира. Вот почему во Вселенной вспыхнула любовь, неодолимая, всепобеждающая сила единения. Любовь приняла в свои объятия тьму и несознание. Она проникла в каждый уголок, пронизала собой каждую частицу бездонных недр непроницаемой ночи. Так было положено начало пробуждению и восхождению материи к более высоким уровням бытия, ее медленной организации в формы и бесконечному процессу развития. Именно любовь, хотя и в ущербно преломленном, искаженном тьмой и неведении виде, присутствует во всяком проявлении и физической, и витальной природы. Она выступает в качестве скрытой пружины, движущей силы всевозможных природных состояний и процессов, общий смысл которых можно выразить понятиями сочетание, соединение, объединение, что мы можем видеть уже на примере растительного царства. Здесь эта сила являет себя в стремлении деревьев и растений получить больше света, больше воздуха, больше пространства. В цветах она предстает тем даром красоты и благоухания, которые они преподносят окружающему миру в пору своего нежного цветения. У животных эта сила проявляет себя в чувстве голода, жажды, в потребности обладания, захвата территории, размножения. Одним словом, она стоит за всяким животным желанием,
сознательным или нет. У высших видов животных она обнаруживает себя в самоотверженной материнской любви самки к своим детенышам. Подобного рода связь между вселенской силой и ее земным воплощением после утверждения в земном мире ментального начала получает естественное развитие и достигает наивысшего выражения у представителей человеческого рода, поскольку становится осознанной и намеренной. Были ли какие-нибудь существа до нисхождения любви? Были ли они сознательными? Никаких земных существ не было. Земной мир, Земля, появилась после нисхождения любви в несознательное, а не до того. Постепенное формирование различных стадий бытия от Всевышнего до самых материальных регионов произошло после возникновения несознательного. Когда в точности сознание начало свое творение, не принимайте то, что я говорю, совершенно буквально, как будто бы это была маленькая история другой страны, ибо она таковой не является. Я просто пытаюсь облечь свой рассказ в форму, понятную вам, вот и все. Первым проявлением творящего сознания была как раз эманация сознания, сознательного света. И когда эта эманация отделилась от своего источника, родилось несознательное, в результате, как это сказать, в результате противодействия изначальному замыслу. Таким образом, рождение несознательного предшествует формированию мира. И только когда стало понятно, что вся Вселенная будет сотворена напрасно, возник призыв, и божественная любовь погрузилась в несознательное, чтобы изменить его в сознание. Поэтому можно сказать, что формирование материальных миров, какими мы их знаем, является результатом нисхождения Верховного Сознания в несознательное. Нельзя сказать, что до того что-то существовало, материальный мир, каким мы его знаем. Я прошу прощения за некоторую неопределенность моих слов, но вы понимаете, что невозможно выразить эти вещи нашими обычными словами. Существовала ли материальная субстанция до нисхождения божественной любви? Не думаю, что можно сказать, будто была какая-то материальная субстанция. Несознательное – это несознательное. Не знаю, как объяснить это вам. Если и существует отрицание чего-то, то несознательное – это отрицание всего. Оно не обладает даже способностью к пустоте. Нужно не зайти туда, чтобы узнать и объяснить, что это такое. Слова не могут описать этого. Это отрицание всего, поскольку все начинается с сознания. Без сознания ничего нет. Ты говоришь «любовь повсюду». Она обнаруживает себя в растениях. Пожалуй, даже в камне различимо ее движение. Если в камне присутствует любовь, как можно увидеть ее? Пожалуй, различные элементы, из которых состоит камень, как раз и координируются между собой искрой любви. Я уверена, что когда божественная любовь низошла в материю, эта материя была совершенно бессознательна, она не имела абсолютно никакой формы. Можно даже сказать, что формы вообще являются результатом усилий любви привнести сознание в материю. Если бы один из вас не зашел в несознательное, в то, что называют чистым несознательным, вы бы осознали, что это такое. По сравнению с ним камень покажется вам восхитительно сознательным предметом. Вы пренебрежительно говорите о камне, потому что обладаете всего лишь немного большим сознанием, чем тот. Но различие между сознанием камня и тотальным несознательным, пожалуй, больше, чем между камнем и вами. И выход из несознательного произошел исключительно благодаря самопожертвованию Божественного, благодаря этому нисхождению божественной любви в несознательное. Так что, когда я сказала «пожалуй, даже в камне», я могла бы убрать это «пожалуй». Я могу утверждать, что даже в камне присутствует любовь.
Без этого присутствия божественной любви не было бы ничего, ни камня, ни металла, ни какой-либо организации атомов. Уже говорилось о том, что потребность тигра в пожирании жертвы – это одно из первых выражений любви в мире. Я полагаю, что задолго до тигра в морских глубинах должны были существовать примитивные создания, которые имели только одну функцию – желудок. Они существовали только как желудки. И они были заняты поглощением. Это и было их единственное занятие. Очевидно, то был один из первых результатов проникновения силы любви в материю, так как до того не существовало вообще ничего, лишь совершенное несознание, полная неподвижность, без единого трепета. С приходом любви началось движение, пробуждение сознания и движение трансформации. Так вот, можно сказать, что первые формы были первым выражением любви в материи. Таким образом, мы можем восходить от потребности поглощения как единственной формы сознания, потребности поглощения, объединения, вплоть до… Простите, мы говорим, что любовь – это сила всемирная. Так вот, через поглощение и усвоение пищи происходило объединение с нею, примитивным, но очень непосредственным способом. Если, например, говорить о тигре, то он действительно получает от этого огромную радость. Так что уже проявляется радость, и это уже довольно высокая форма любви. Вы можете восходить все выше и выше и закончить одним из высочайших выражений любви в человеческих существах, всецелой самоотдачей тому, к чему испытывает любовь, то есть умереть за свою родину или отдать свою жизнь, чтобы защитить кого-то, и тому подобное. Это действительно уже весьма высокий уровень. К этому все же примешивается какая-то грязь, это не наивысшая форма, но это уже что-то. И вы видите все шаги, не правда ли? Так что от этого уровня нужно взбираться еще весьма высоко, чтобы достичь подлинного выражения любви, достичь того, что я описала как вершину восхождения. Любовь в своей сути есть радость тождества. Она находит свое выражение в блаженстве единения. Вначале, прежде чем возникает эманация любви, существует что-то, что мы можем очень грубо описать как радость тождества. Это действительно очень трудно понять, потому что человеческая мысль может понимать что-либо только через его противоположность, в то время как наивысшая фаза возникает, когда любовь проходит весь круг Вселенной для того, чтобы подняться обратно к своему источнику. Тогда она обладает результатом всего опыта, который приобрела, и она возвращается к своей начальной точке. Она возвращается к своей исходной точке, приобретя что-то, чего она не имела до начала – опыт проявления во Вселенной. И в фундаментальном отношении это представляет собой весь смысл творения. Ведь сознание не было бы тем, чем оно является, если бы не выразило себя в виде творения. Так вот, возвращение из сотворенного мира, что, заметьте, не является чем-то, что имеет место во времени, это очень трудно понять, потому что наше представление обусловлено временем и пространством, и для нас явление образует последовательность, одно следует за другим. Но если было бы возможно представить себе всеобъемлющее движение, которое охватывало бы все и было бы одновременно и началом, и концом, тогда это возвращение, которое не было бы возвращением во времени, но было бы возвращением в сознание. Как вам объяснить это? Возвращение любви к своему источнику, вместо того, чтобы быть просто радостью тождества, становиться экстазом единения. И очевидно, что если смотреть с чисто психологической точки зрения, происходит обогащение сознания благодаря опыту, почерпнутому во Вселенной. То есть возникает богатство содержания и изобилие сознания, которого не было бы, если бы не было проявленной Вселенной.
И это, очевидно, является наиболее логичным объяснением, наиболее логичной причиной для творения. В действительности, для того, чтобы чувство разобщенности исчезло, вы должны реализовать внутри себя совершенное тождество. И когда это совершенное тождество реализовано, то история заканчивается, сказать больше нечего. Вот почему говорят, что если бы мир, если бы творение реализовало свое совершенное тождество с Божественным, никакого творения больше бы не было. Так что решение заключается в том, чтобы найти ананду даже в игре, в этом взаимообмене, в котором и даешь, и принимаешь, в котором одно кажется двумя. И вот почему они сохраняют двойственность. Иначе в условиях тождества ничего не остается, кроме тождества. Если тождество является полным и совершенным, то объективизации больше не остается. Я где-то рассказывала об этом, когда говорила об истории любви. Я сказала, что она начинается с анандой тождества, и что после полного кругооборота творения она завершается в ананде единения. Так что если бы не было этого кругооборота, не было бы и ананда тождества. Если бы не было кругооборота, не было бы и единения. Возможно, это достаточно тонкое различие, но это факт. И, быть может, именно для того, чтобы ананда тождества могла обрести своего рода кульминацию в ананде единения, и был предпринят весь этот кругооборот. Не пытайтесь понять это на словах и своей головой, так как две этих фразы «совершенное тождество» и «совершенное единение» выражают два совершенно разных опыта. И тем не менее результат остается одним и тем же, но одно состояние обогащено всем, чего не было в другом, богатством всего приобретенного опыта, всего вселенского опыта. Любовь, очевидно, является самой могущественной и всеохватной из всех сил. Всеохватной в том смысле, что она применима во всех случаях. Она могущественнее даже, чем сила очищения, которая растворяет всякую ложную волю и которая является, так сказать, владыкой над враждебными силами, но которая не имеет прямой силы трансформации. Сила очищения сначала растворяет, чтобы затем позволить совершиться трансформации. Она разрушает одну форму, чтобы иметь возможность создать лучшую форму, в то время как любви не нужно растворять, чтобы трансформировать. Она обладает прямой силой трансформации. Любовь подобна пламени, которое преобразует твердое в податливое и даже сублимирует то, что сделало податливым, в своего рода очищенный пар. Она не разрушает, она преобразует. В своей сути, в своем истоке, любовь подобна пламени, белому пламени, которое преодолевает всякое сопротивление. Вы можете испытать это сами. С каким бы затруднением вы ни встретились в своем существе, каким бы ни было бремя накопившихся ошибок, неведения, неспособности и ложной воли, одна единственная секунда этой чистой, сущностной, верховной любви рассеивает все это, словно всемогущее пламя. Одно мгновение, и все прошлое может исчезнуть. Один момент, в который вы касаетесь любви в ее сути, и все ваше бремя сгорает без следа. Любовь Божественного несет с собой силу трансформации. В тот момент, когда вы открываетесь ей, вы получаете также ее силу трансформации. Но не в терминах количества вы можете измерить ее. Что необходимо, так это подлинный контакт с нею. Ведь вы обнаружите, что подлинного контакта с нею достаточно, чтобы сразу же наполнить все ваше существо. И когда придет время для проявления верховной любви, для кристаллизованного, концентрированного нисхождения верховной любви, это поистине будет час трансформации.
ибо ничто не будет в силах противиться тому. Но поскольку она всемогуща, некоторая восприимчивость должна быть приготовлена на земле с тем, чтобы последствия ее пришествия не были разрушительными. Шри Ауробинда объяснял это в одном из своих писем. Кто-то спросил его, почему она не нисходит немедленно? Он ответил нечто вроде следующего. Если бы божественная любовь должна была проявиться на земле в своей сути, это напоминало бы взрыв бомбы, поскольку Земля не является ни податливой, ни восприимчивой в достаточной мере, чтобы расшириться до масштабов этой любви. Ей нужно не только открыться, но и расшириться и стать более податливой. Материя все еще является слишком жесткой. И даже субстанция физического сознания, не только наиболее материальная материя, но и субстанция физического сознания, является слишком неподатливой. Поскольку я люблю только Тебя, о Господи, во всем и в каждом я люблю только Тебя одного, и благодаря тому, что я люблю Тебя в них, я помогаю им хоть немного осознать Тебя. Настоящая вещь для них – это научиться, как позволить себе быть любимыми без всяких предпочтений и препятствий. Но они не только не хотят быть любимыми, кроме как по-своему, но и не хотят также открываться любви, если она не приходит к ним благодаря их выбору. И то, что можно было бы сделать за несколько часов, несколько месяцев или несколько лет, требует столетий для своего осуществления. Человеческая форма любви. Существует только одна любовь – божественная любовь. Вечная, универсальная, равная по отношению к каждому и ко всему. Это человек называет все виды чувств любовью. Все желания, влечения, витальный взаимообмен, сексуальные связи, привязанности, даже дружбу. И кроме того, много других вещей. Но все это не является даже тенью любви, даже ее искажением. Все это лишь ментальная и витальная, сентиментальная или сексуальная активность, и ничего больше. Лучше вообще не спрашивать себя, любимы вы или нет. Это вам должно быть совершенно все равно. Тогда ваша любовь будет приближаться к истинной любви. Вы любите просто потому, что любите, а не потому, что получаете что-то за свою любовь, например, любовь любимого вами человека. Если ваша любовь предполагает какие-то условия, это уже не любовь. Настоящая любовь – это когда вы любите, потому что не можете иначе, не можете не любить. Любите просто потому, что любите. Вас нисколько не заботит и не тревожит, что произойдет в будущем. Вам вполне достаточно уже одного того, что вы сами любите, одного этого чувства. Любите во имя самой любви. Все прочее – это торги, а не любовь. Есть совершенно достоверный признак истинной любви. Как только вы обретаете ее,
вам и в голову не приходит задавать вообще какие-то вопросы, заниматься подобными рассуждениями. Всякому, кто познал истинную любовь, такие вопросы кажутся по-детски смешными и совершенно несущественными. Как только вы приобщаетесь истинной любви, вы обретаете всю полноту счастья и совершенство реализации, и вам просто ничего не нужно в ответ на это. Вы сами и есть любовь. Вот и все. Это совершенно самодостаточное состояние. Взаимности не требуется. И повторяю вам, до тех пор, пока в мире, в чувствах ваших есть хотя бы какой-то расчет, осознанный в той или иной мере или безотчетный, истинная любовь будет чужда вам. Вы не любите, вы торгуетесь. Да-да, человеческая любовь пропитана духом торгашества. Если любовь божественная совершенна, в том смысле, о котором только что говорилось, то человеческая любовь во всех ее проявлениях – это искажение, извращение божественной. Она уродлива. И еще более уродливо все, что с ней неизбежно связано. Такие совсем не красящие человека чувства, как, например, ревность, зависть, а у склонных к насилию дело доходит и до ненависти. И все начинается с малого, с безобидного вроде бы желания, чтобы предмет вашей любви, каким бы он ни был, знал, что он любим вами. То же самое многими людьми переносится и на отношение к божественному. Человек любит божественное и требует, чтобы оно непременно знало об этом. А это уже начало падения в духовном смысле. О том, что его любовь не настоящая любовь к божественному, человек часто и не задумывается. Ему и в голову не приходит не то, что это ложное отношение к божественному, не то, каким оно должно быть на самом деле. А на самом деле, если ваша любовь истинна, вы просто любите без всяких колебаний и рассуждений. Вы не требуете обязательной взаимности. Вы даже не думаете о таких вещах. Человек полон любви и безграничной радости от возможности так любить, и ему больше ничего не нужно. Долог, очень и очень долог путь от того, что люди называют любовью, до любви истинной. Почему, отдавая что-то, чем-либо поступаясь, люди всегда хотят получить что-то взамен? Потому что обычно человеческое существо и сознание замкнуто само в себе. Люди ощущают свою ограниченность, и у них есть безотчетное убеждение, что для преуспевания в жизни, для своего развития, роста, благополучия в каком бы то ни было отношении, да, наконец, просто для выживания, для поддержания собственного существования в этом мире, им обязательно нужно брать что-то извне. Таково следствие ограниченности их индивидуального сознания. Когда они что-то отдают, в их замкнутом мирке образуется прореха, которую необходимо заделать, чтобы, по крайней мере, сохранить свое прежнее состояние. А для этого им непременно нужно взять что-нибудь из окружающего мира. Разумеется, думать и жить так – это ошибка. Истина состоит в том, чтобы оставить узкие рамки своего бытия, преодолеть ограничения своего скудного поверхностного существа, расширить свое сознание до такого уровня, чтобы не только уметь с помощью самоотождествления проникать в любой из индивидуальных миров, таких же ограниченных человеческих существ, каким были вы сами, тем самым достигая полного знания о них. Но пойти дальше, расширить свое сознание до беспредельности Вселенной, сделать его вездесущим, достичь единения с единым вселенским сознанием, а тем самым и с любой частицей Вселенной. Только тогда вы окончательно избавитесь от всех своих ограничений, не раньше. Пока человек ощущает свою ограниченность, он всегда при любых обстоятельствах будет стремиться взять от жизни все, что возможно, из страха потерять свое, остаться обделенным. Он тратится,
и он хочет во что бы то ни стало окупить свои затраты. Вон, дитя мое, откуда у человека это отношение к окружающему взять как можно больше, особенно если он что-то отдает. Если бы человек стремился достичь такого состояния сознания, когда весь мир стал бы частью его существа, если бы среди доступных ему вибраций преобладающими стали бы те, что отражают потребность всем своим существом слиться с окружающим миром, с каждой его частицей, расширить сознание, преодолев его ограничения до высшей степени, то есть до полного самоотождествления с миром, со всем сущим в нем, то тогда, если бы он исполнил это свое стремление, ему вообще нечего было бы терять, потому что он имел бы в себе все. Но обычно люди не знают об этом. А раз не знают, то и не могут осуществить. Поэтому они стараются брать и брать от мира как можно больше. Но всего ведь все равно не объять, и полного обладания не достичь. Для этого есть только один путь – самоотождествление. Но поскольку этим путем люди не идут, то и получается так, что, отдавая крупицу, они немедленно требуют равноценной с их точки зрения замены. Подав дельную мысль, идею, они требуют уважения к себе, всеобщего признания. Делая добро ближнему, они обязательно требуют от него того же по отношению к себе. Но возвыситься до глубокой мысли, которая была бы благодеянием для всего сущего, они не могут. Распространить свою доброту, свою любовь на весь мир они не в состоянии. Обычный человек, чувствуя свою ограниченность, зная, что того, что он считает своим, у него не так уж много, боится потерять хотя бы что-то из этого своего и в конце концов растерять себя полностью. Он боится обеднеть или, хуже того, остаться вовсе ни с чем. В то же время, если бы он сумел достичь самоотождествления с миром, у него, естественно, сама собой отпала бы потребность что-то присваивать. Чем больше вы расширяете свое сознание, единство с миром, тем больше имеете. Чем больше самоотождествления, тем больше шире ваше существо. И наступает время, когда вместо того, чтобы брать, вы начинаете отдавать. И чем больше вы отдаете, тем больше растете в духовном отношении. Может ли человек истинно любить другого, прежде чем наша природа будет трансформирована? Любить другого. Я уже говорила, что это невозможно. Я говорила, что если вы хотите узнать, что такое любовь, вы должны полюбить Божественное. Тогда у вас есть шанс узнать, что такое любовь. Я сказала, что человек уподобляется тому, что он любит. Так что если вы любите Божественное, вы постепенно, благодаря этому усилию любви, все больше и больше уподобляетесь Божественному. И тогда вы можете отождествиться с Божественной любовью и познать, что это такое. В противном случае это невозможно. Любовь между двумя людьми, чем бы она ни была, всегда состоит из неведения, отсутствия понимания, слабости и этого ужасного чувства разобщенности. Это похоже на то, как если бы вы хотели войти в присутствие уникального великолепия, и первое, что вы бы сделали, это повесили завесу, 2 завесы, 3 завесы между собой и этим великолепием. А потом вы удивляетесь, что получаете лишь смутное впечатление от него, а не само великолепие. Первое, что вы должны сделать, это убрать завесы, отодвинуть их, пройти сквозь них и оказаться в присутствии великолепия. И тогда вы познаете, что это такое. Но если вы будете вывешивать завесу за завесой между ним и собой, вы никогда не увидите его. У вас, возможно, будет смутное ощущение, что там что-то есть, но и только. Какого рода любовь родители имеют к своим детям?
Какого рода? Человеческую любовь, не так ли? Такую же, как любая человеческая любовь, ужасную смесь всевозможных вещей. Потребность обладания, чудовищный эгоизм. Прежде всего я должна сказать вам, что была нарисована прекрасная картина. Написано много книг, сказано много прекрасных вещей о любви матери к своим детям. Уверяю вас, что за исключением способности говорить об этом предмете цветистыми фразами, любовь у высших животных, вроде, например, млекопитающих, к своим детям, в точности той же природы. Та же преданность, то же самозабвение, то же самоотречение, та же забота о воспитании потомства, то же терпение и так далее. Я видела абсолютно чудесные примеры, и если бы их записать применительно к женщине, а не, скажем, к кошке, получились бы прекрасные истории. Люди бы сказали: что за человек, какая чудесная самоотдача у этих женщин в их материнской любви. В точности то же самое. Только кошки не могут пользоваться цветистым языком, вот и все. Они не могут писать книги и произносить речи. В этом единственное отличие. Но я видела совершенно поразительные вещи. И такая самоотдача и самозабвение. Но люди, я искренне верю, исходя из всего, что я узнала и изучила, что в животных, пожалуй, больше чистоты, потому что они не думают, в то время как люди со своей ментальной силой, своей способностью мышления, рассуждения, анализа, изучения, со всем этим, они портят самые чудесные движения. Они начинают подсчитывать, рассуждать, сомневаться, организовывать. Возьмите, к примеру, родителей. Рискуя устранить множество иллюзий из вашего сознания, я должна сказать вам кое-что об источнике любви матери к своему ребенку. Она существует потому, что этот ребенок создан из самой ее субстанции. И в течение довольно длительного времени, относительно долгого, материальная связь, связь субстанции между матерью и ребенком, является чрезвычайно близкой, словно бы часть ее плоти была взята у нее и помещена на некотором расстоянии от нее. И только гораздо позднее эта связь между ними полностью обрывается. Эта связь является своего рода тонким чувством, таким, что мать ощущает в точности то же, что ощущает ее ребенок, словно бы она переживала это в себе самой. Вот что является материальной основой привязанности матери к ребенку. Это основа материального тождества и ничто иное. Чувство возникает гораздо позже. Оно может возникнуть и раньше, это зависит от людей, но я говорю о большинстве. Чувство приходит только гораздо позднее, и оно обусловлено. Но все же нельзя смешивать это с любовью. Именно материальное самоотождествление позволяет матери очень конкретно и осязаемо ощущать то, что ощущает ребенок. Если ребенок испытывает потрясение, то и мать ощущает его. Это продолжается по меньшей мере в течение 2 месяцев. Такова основа. Остальное обусловлено природой людей, их уровнем развития, их сознанием, воспитанием и образованием и способностью восприятия. И затем существуют все коллективные внушения. Все это не имеет ничего общего с истинным сознанием, с психическим существом. Ничего общего. А что можно сказать о той любви, которую испытывают к человеку животные? Это очень похоже на то, что испытывают по отношению к Божественному люди не слишком интеллектуально развитые. Это смесь восхищения, преклонения, веры, доверия и чувства полной защищенности под его покровительством. Восхищение понятно. Ваше божество не может не быть в ваших глазах необыкновенно прекрасным существом. Это чувство, конечно, не плод каких-то долгих размышлений. Оно рождается в сердце само собой. Особенно это присуще собакам.
их доверие естественно связано с необходимостью удовлетворять свои потребности и одновременно с ощущением зависимости от хозяина. Он накормит, когда ты голоден, даст кров в непогоду, вообще заботится о тебе. Такую любовь не назовешь возвышенной и прекрасной, потому что, к сожалению, и с моей точки зрения целиком по вине человека, к ней примешивается и чувство страха, полной зависимости и страха перед тем, кто гораздо сильнее, умнее, гораздо... Словом, перед тем, кто может легко причинить зло. И животное чувствует свою полную беззащитность перед этим. Нет сомнений, что именно по вине человека, к сожалению. Если бы человек всегда вел себя достойно по отношению к животным и заслуживал бы их любовь, то она находила бы свое выражение в чувствах изумления, благоговения перед его способностями и полной защищенности при любых обстоятельствах. Как прекрасное ощущение, что ты находишься в полной безопасности, что с тобой всегда рядом тот, кто всегда защитит тебя, даст все, что тебе нужно, всегда предоставит приют и убежище. Разум у животных находится в самом зачаточном состоянии, поэтому они не знают, что значит постоянно мучиться от разного рода мыслей, как это свойственно человеку. Когда для них делают что-то хорошее, доброе, они испытывают самую непосредственную благодарность, в то время как большинство людей при подобных же обстоятельствах станут размышлять и долго решать вопрос о том, почему сделавший им добро поступил именно так. Это один из самых тяжелых недостатков, одна из самых неприятных сторон умственной жизни людей. Животные свободны от этого и всегда благодарны за сделанное добро, и благодарность их чиста и непосредственна. Они полностью доверяют вам, так что все это вместе и питает их любовь к вам, которая часто перерастает в сильнейшую привязанность, неудержимую потребность быть всегда подле вас. И есть еще одна важная сторона в отношениях человека с животными. Если хозяин по-настоящему добрый человек, и животное предано ему, у них происходит обмен психическими и витальными силами. Обмен, который, являясь для животного подлинным чудом, доставляет ему огромную радость. Если у вас есть животное, и между вами установились именно такие отношения, когда оно любит вас и старается всегда быть рядом с вами, ваши отношения, ваши чувства находят отклик у него, могут определенным образом передаваться ему, влиять на его внутреннее состояние. Животное в этом случае чувствует исходящие от вас силы – любовь, нежность, защиту. Все это, все, что вы им отдаете, они чувствуют, и в ответ платят вам безграничной привязанностью. У некоторых из высших животных, собак, например, слонов и даже лошадей, такие отношения очень быстро вызывают просто поразительную потребность быть преданным вам до конца и во всем. И преданность эта не испорчена вмешательством рассудка. В ней нет, конечно, ни рассуждений, ни расчетов. Их преданность естественна и непосредственна, чиста в своей сущности и потому прекрасна. Вообще, от деятельности человеческого разума в его исходном состоянии, в самый первый период его существования, пострадало многое, что без него было вполне достойным. И естественно, когда человек достигнет высокой степени развития, его умственные способности получат должное применение, тогда и во всем остальном произойдут изменения к лучшему. Между двумя этими крайними ступенями при переходе из одного в другое человек использовал свой разум для достижения самых дурных и низменных целей, превращая его в инструмент корыстной расчетливости, насильственного господства, гнусного обмана и мошенничества, и как следствие превращая себя, человека, в уродливое, безобразное существо. В своей жизни мне приходилось сталкиваться с животными, которых я ставила гораздо выше многих и многих людей, просто потому, что у них не было ничего общего с человеческим духом наживы и грязной расчетливости, желанием во что бы то ни стало обмануть и извлечь выгоду. Почему к некоторым людям с первого взгляда чувствуешь притяжение,
а к другим отвращение. Обычно это основывается на витальном родстве, ничего больше. Есть витальные вибрации, которые гармонируют друг с другом, и есть другие, которые не гармонируют. Обычно все дело в этом, а не в чем другом. Это витальная химия. Чтобы было иначе, нужно находиться в гораздо более глубоком, ясновидящем сознании. Существует внутреннее восприятие, основанное на психическом сознании, которое позволяет вам чувствовать, какие люди имеют то же устремление, ту же цель, что и вы, и могут быть вашими спутниками. И это же восприятие позволяет вам ясно видеть тех, кто следует совершенно иным путем или несет в себе силы, которые являются враждебными по отношению к вам и могут причинить вам вред в вашем развитии. Но чтобы достичь такого восприятия, вам нужно быть сосредоточенным исключительно на собственном духовном прогрессе и интегральной реализации. Это встречается нечасто. И еще, обычно, когда вы достигаете этого внутреннего ясновидения, оно выражается не в притяжении отвращения, но, можно сказать, в очень объективном знании и в своего рода внутренней уверенности, которая позволяет вам действовать спокойно и рассудительно, без всяких притяжений и отвращений. Поэтому в общем можно сказать с почти абсолютной достоверностью, что тот, кто имеет очень определенные императивные симпатии и антипатии, живет в витальном сознании. К ним может примешиваться ментальное сродство. То есть некоторые умы любят устанавливать взаимоотношения в общей деятельности. Но и здесь это люди в интеллектуальном отношении, находящиеся на гораздо более высоком уровне. И это также выражается даже в большей степени сравнительной легкостью в отношениях и гораздо большим спокойствием и отстраненностью. Вы получаете удовольствие от общения с некоторыми людьми. К другим же притяжения нет. Вы ничего не получаете от этого. Такое общение, как я уже сказала, является более отстраненным и спокойным. Оно принадлежит к сфере разума. Но симпатия и антипатия отчетливо принадлежат витальному миру. Знайте, что существует витальная химия, точно так же, как химия физическая. Есть тела, которые отталкивают друг друга, и тела, которые друг друга влекут. Есть вещества, которые сочетаются друг с другом. Есть и те, которые при смешивании взрываются. Вот так. Есть некоторые витальные вибрации, которые гармонируют друг с другом, и гармонируют в такой степени, что в 99 случаях из 100 эти симпатии принимаются за то, что люди зовут любовью. И внезапно люди чувствуют: «О, он тот, кого я ждала», или «О, она та, кого я искал». И они бросаются друг к другу, их очень сильно влечет друг к другу, пока они не обнаруживают, что это было нечто очень поверхностное и что эти вещи не могут длиться долго. Так что первый совет, который можно дать тем, кто хочет практиковать йогу – станьте выше симпатии и антипатии. Это нечто, не имеющее никакой глубины реальности. И это может очень легко увлечь вас в трудности, которые иногда очень тяжело преодолеть. Этими вещами вы можете погубить свою жизнь. И самое лучшее – просто не замечать их, немного войти в себя и спросить себя, почему, тут нет ничего таинственного, вам нравится встречаться с этим человеком и не нравится встречаться с другим. Очевидно, что есть некоторые натуры, которые почти фундаментально порочны, существа, которые рождены злонамеренными и любят вредить другим. Но, к счастью, такие случаи не очень часты. Обычно в жизни нам встречаются очень смешанные натуры. В ваших чувствах к X нет ничего необычного. Это, как правило, свойственно витальной любви, когда нет психической силы, чтобы поддерживать ее и направлять. После того, как первое витальное чувство проходит, несовместимость двух эго начинает проявлять себя, и в отношениях появляется все больше и больше напряжения. Для одного из них или обоих. Требования другого становятся неприемлемыми для витальной части. Постоянное раздражение присутствует в таких отношениях.
и притязания воспринимаются как обуза или рабство. Другие элементы, которые вы упоминаете, не имеют никакого отношения к этой дружбе. Они могли бы существовать и в чисто ментальных взаимоотношениях или психическом родстве, без какого-либо витального требования с обеих сторон. Разумеется, в жизни садханы не должно быть места для витальных взаимоотношений. Они являются препятствием к тому, чтобы вся природа обратилась к Божественному. Витальные эмоции имеют совершенно иную природу. Они очень ясны, очень точны, вы можете выразить их очень отчетливо. Они неистовы. Обычно они наполняют вас интенсивностью, беспокойством, а иногда огромным удовлетворением. И затем противоположное приходят с той же силой. И вот многие люди считают, мы уже говорили об этом несколько раз, некоторые люди воображают, что они испытывают любовь только когда это происходит подобным образом, когда любовь находится в витальном, когда она приходит со всеми движениями витального, всем этим накалом, этим неистовством, этой отчетливостью, этим очарованием, этой яркостью. А когда этого нет, они говорят: «А, это не любовь». И все же именно так любовь искажается. Это уже не любовь, она начинает быть страстью. И это почти всеобщая ошибка людей. Некоторые люди исполнены очень чистой, очень высокой, очень бескорыстной психической любви, но, несмотря на это, они ничего не знают о ней и считают себя холодными, сухими и лишенными любви просто потому, что у них отсутствует эта примесь витальной вибрации. Для них любовь начинается и заканчивается с этой вибрацией. И поскольку это нечто очень нестабильное, имеющее свои достижения, реакции, неистовость всех видов, в депрессии так же, как в удовлетворении, любовь для этих людей – нечто очень эфемерное. Они испытывают лишь минуты любви на протяжении всей своей жизни. Она может длиться несколько часов, а затем все снова становится тусклым и плоским, и они воображают, что любовь покинула их. Как я сказала, некоторые люди находятся совершенно за пределами этого. Они способны контролировать это чувство таким образом, что оно не смешивается ни с чем другим. Они обладают этой психической любовью, которая исполнена самозабвения, самоотдачи, сострадания, великодушия, благородства жизни и является великой силой самоотождествления. Так что большинство из этих людей думает, что они холодны или безразличны. Они очень хорошие люди, понимаете? Но они полагают, что не умеют любить. И иногда они сами не знают о том, что на самом деле любят. Я знала людей, которые считали, что не испытывают любви, потому что у них не было этой витальной вибрации. Обычно, когда люди говорят об эмоциях, они имеют в виду витальные эмоции. Но есть эмоции иного рода, которые принадлежат бесконечно более высокому порядку и не выражают себя тем же путем, которые обладают не меньшей интенсивностью, но интенсивностью контролируемой, сдержанной, конденсированной, концентрированной и являющейся чрезвычайно динамичной силой. Будет ли причастно божественной любви наше витальное существо? Если да, то каким именно образом? Разве могут быть какие-то границы для проявления божественной любви? Разве ее деятельность должна быть ограничена лишь рамками нереального или нематериального? Являя себя на Земле, в своем погружении в материю, любовь достигает самых крайних пределов, самых плотных ее слоев. Правда, ее не найти в испорченном эгоизмом человеческом сознании. Но само по себе витальное существо есть элемент столь же важный для проявления божественной любви, сколь и для проявления других универсальных сил Вселенной. Никакое движение и процесс не могут осуществляться без участия витального.
Но из-за того, что витальность как природная сила подверглась таким ужасающим искажениям, некоторые склонны считать, что с витальностью нужно покончить и уничтожить ее. Однако преобразующая энергия духа может оказывать воздействие на материю исключительно с помощью витального существа. Материя была бы мертва, если бы витальная не вливала в нее свой динамизм, свою животворную силу. Ибо без витального высшие части существа не имели бы возможности войти во взаимодействие с материальным планом и достичь определенного самовыражения в этой жизни. И в результате, не найдя себе удовлетворительного приложения, устранились бы от всего земного и постепенно исчезли. Божественная любовь, о которой я говорю, это любовь, которая проявляет себя здесь, в земном физическом мире, в материи. Вместе с тем, для своего полного воплощения, она требует чистоты от всего того, что связано с человеческой извращенностью. И здесь, как и в случае воплощения любой другой силы, участие витального необходимо. Но, как это всегда бывает, именно вследствие своей значимости, витальное оказалось во власти враждебных сил. Значение витального состоит в том, что его энергия, пронизывая собой лишенную света бесчувственную материю, делает ее восприимчивой, дает ей жизнь. Но эта энергия подверглась искажающему воздействию враждебных сил. Они сделали ее стихией насилия, эгоизма, страстей и безобразия всех возможных родов и оттенков. И таким образом не дали занять подобающее этой силе место в божественной работе. Есть только один способ обращения с этой силой. Ее следует подвергнуть трансформации, но никак не подавлять ее, и тем более не разрушать ее саму. Ибо без нее везде и во всем будет застой. По самой своей природе витальное – это то, что сделает нас способными к самоотверженной преданности Божественному. Именно потому, что витальному присуще постоянное стремление брать и захватывать, оно способно и на полную самоотдачу. Поскольку ему известно, что значит обладать, ему доступно и умение отдавать себя без остатка. Иные проявления витального прекрасны и величественны, но из-за искажающего влияния враждебных сил обычные проявления витального откровенно уродливы, порочны, отвратительны. Всегда, когда в человеческую любовь вторгается хотя бы самая малость действительно чистой любви, и ей удается беспрепятственно проявиться, не претерпев искажений, человеческие отношения приобретают истинную красоту. И если красота человеческих отношений недолговечна, то это от того, что у людей нет понимания подлинной цели и назначения любви. Им неведомо, что любовь – это бессознательное стремление к единению всех существ с Божественным, а не к союзу одного существа с другим. Мне не нравится, когда слово «любовь» пачкают, говоря в связи с ней о сексуальном желании, о животном наследии человека. В действительности природа пытается использовать эту великую возвышенную силу любви в своей деятельности, вовлекая ее в цепь явлений, сопровождающих процессы воспроизведения потомства на Земле. Таким образом, взаимосвязь между явлениями, относящимися к полу и деторождению, с одной стороны, и великой вселенской силой с другой, оказывается в этом мире столь близкой и тесной, что очень немногие из человеческих существ, а именно те, кто достиг достаточной просветленности сознания, способны отличать одно от другого и в опыте воспринимать их раздельно, в чистом виде. Вот почему любовь, пройдя через всевозможные стадии мировой деградации, опустилась до животного уровня. Секс. Только когда вы переходите из низшей полусферы в высшую, вы можете полностью устранить эту вещь. Секс принадлежит природе в ее низшей деятельности. И до тех пор, пока вы принадлежите этой природе, ее деятельность будет автоматически протекать в вас. Любовь – это не половые сношения. Любовь – это не витальное притяжение и взаимообмен. Любовь – это не жажда привязанности в сердце.
Любовь – это могучая вибрация, исходящая непосредственно из единого, и только очень чистая и очень сильная способна воспринимать и проявлять ее. Быть чистым – значит быть открытым только влиянию Всевышнего и никого другого. Путь к истинной любви. Хотя единственным законом нашего духовного существования должна быть только божественная любовь к Верховному Универсальному Божественному, это не означает полного исключения каких бы то ни было форм проявлений индивидуальной любви или глубинного родства, влекущего души друг к другу. Необходимо психическое изменение, разоблачение личин и масок неведения, очищение эгоистических, ментальных, витальных и физических движений, поддерживающих прежнее неразвитое сознание. Любовь одухотворенная ни в одном из своих движений не должна больше зависеть от ментальных предпочтений, витальных страстей или физических влечений, и должна полагаться только на узнавание души душою. Любовь, обретшая снова свою подлинную духовную и психическую сущность, исходя из которой разум, витальное и физическое, суть только орудия проявления и элементы этого более великого единства. В результате этого изменения индивидуальная любовь, естественным образом возвышенная и облагороженная, также преобразуется в божественную любовь к божественному обитателю, имманентно пребывающему в разуме, душе и теле, где разместился единый во всех созданиях. Ибо по ту сторону индивидуальной любви, затемненной ее невежественным человеческим обличием, скрывается тайна, непостижимая для ума, тайна телесного откровения божественного, секрет мистической формы бесконечного, к которому мы можем приблизиться только через сердечный экстаз и страсть чистого возвышенного чувства. Его притяжение, являющееся зовом божественной флейты, необоримая власть всечарующего, может быть постигнута и постигает нас через оккультную любовь и жажду, которые в итоге сводят воедино форму и бесформенное и достигает тождества духа и материи. Именно этого дух в любви ищет здесь, во мраке неведения, и именно это он находит, когда индивидуальная человеческая любовь преображается в любовь имманентного божественного, воплощенного в материальной вселенной. Нам говорят, что для того, чтобы осознать божественную любовь, все другие виды любви нужно отвергнуть. Каков наилучший путь отвержения всякой другой любви, которая столь упорно цепляется за нас и не так легко нас оставляет? Пройти сквозь нее, увидеть, что скрывается за ней, не останавливаться на видимом, не удовлетворяться внешней формой, найти принцип, который стоит за этой любовью, и не довольствоваться ничем, пока вы не найдете источник чувства в себе. Тогда внешняя форма сама по себе рассыплется, и вы останетесь в контакте с божественной любовью, скрытой по ту сторону всех явлений. Это наилучший путь. Отказаться от одной, чтобы найти другую – очень сложный путь. Это почти невозможно. Ведь человеческая природа столь ограничена, столь полна противоречий и столь исключительна в своих движениях, что если кто-то хочет отвергнуть любовь в ее низшей форме, то есть человеческую любовь,
в том виде, в каком ее переживают человеческие существа, если кто-то предпринимает внутренние усилия к ее отвержению, он обычно отвергает саму способность испытывать любовь и уподобляется камню. И потом иногда приходится ждать года или столетия, прежде чем в нем снова пробудится способность воспринимать и проявлять любовь. Поэтому лучше всего, когда любовь приходит, в какой бы форме это ни происходило, это постараться пройти сквозь ее внешнюю видимость и найти божественный принцип, который стоит за ней и дает ей существование. Естественно, этот путь полон ловушек и трудностей, но он более эффективен. Иначе говоря, вместо того, чтобы прекращать любить, потому что любишь неправильным образом, нужно прекратить любить неправильно и захотеть любить правильно. Например, любовь между человеческими существами во всех ее формах, любовь родителей к детям, детей к родителям, любовь братьев и сестер, друзей и возлюбленных, вся запятнана неведением, эгоизмом и всеми другими дефектами, которые являются обычными человеческими недостатками. Так что вместо того, чтобы полностью прекращать любить, что помимо всего прочего очень трудно, что просто иссушит сердце и окажется бесполезным, нужно научиться любить лучше, любить с преданностью, самоотдачей, самоотречением и бороться не против самой любви, а против всех ее искаженных форм, всех форм монополизирования, привязанности, собственничества, ревности и всех чувств, которые сопровождают эти основные движения. Не желать обладать, господствовать, не желать навязывать свою волю, свои капризы, свои желания, не хотеть брать, получать, но стремиться отдавать, не настаивать на отзывчивости другого, но довольствоваться собственной любовью, не преследовать собственных корыстных интересов, радости и осуществления личных желаний, но находить удовлетворение в том, чтобы отдавать свою любовь и преданность и не просить ничего в ответ. Просто испытывать счастье от возможности любить, и ничего больше. Если вы поступаете так, вы совершаете огромный шаг вперед и можете благодаря такому подходу постепенно продвигаться дальше в развитии этого чувства, чтобы однажды постигнуть, что любовь не является чем-то личным. Любовь – это универсальное божественное чувство, которое проявляется через вас, более или менее утонченно, но в своей сути является чем-то божественным. Первый шаг – это перестать быть эгоистичным. Это справедливо для всех. Не только для тех, кто хочет практиковать йогу, но и для тех, кто живет обычной жизнью. Если кто-то хочет научиться любить, он должен не любить в первую очередь себя и прежде всего эгоистично. Он должен отдать себя предмету своей любви, не желая ничего взамен. Эта дисциплина элементарна для того, чтобы превзойти себя и вести жизнь, не являющуюся совсем уж грубой. Для тех же, кто практикует йогу, мы можем добавить кое-что еще. Это воля пройти сквозь эту ограниченную человеческую форму любви и открыть принцип божественной любви, скрытой за ней. Тогда вы точно получите какой-то результат. Это лучше, чем иссушать собственное сердце. Это, быть может, немного труднее, но лучше с любой стороны, ибо таким образом, вместо того, чтобы эгоистично заставлять других страдать, мы можем спокойно оставить их в собственном движении и только предпринимать усилия, чтобы трансформировать себя, не навязывая другим свою волю. Даже в обычной жизни это является шагом к чему-то более высокому и немного более гармоничному. Всякий раз, когда человек разрывает тесной круг ограничений своего бытия, когда стремление к самопожертвованию во имя своего ближнего или своей семьи, во имя своей страны или своей веры выводят его из того плена, куда он был заточен собственным эго, на просторы иного бытия, тогда появляющаяся у него на время самозабвенная свобода дает ему возможность, хотя и в самой малой степени,
почувствовать высокое наслаждение истинной любви, отчего ему кажется, будто он един с самим Божественным. Однако в большинстве случаев эта связь, если она и была, не подлинное глубокое единение, а всего лишь краткое прикосновение к нему, поскольку любовь, посещающая человеческое существо, неизбежно подвергается смешению с его эгоистическими побуждениями и другими низшими проявлениями его натуры, умаляющими ее и лишающими той силы, которую дает ей ее чистота. О Господи! По Твоей милости я смогла быть интегрально трансформирована в очаг божественной любви, той любви, которая является первым и величайшим проявлением Твоей вечной истины, той любви, которая является одновременно полнейшим выражением в этом мире Твоей истины и самой прямой дорогой, чтобы привести к ней человеческое сознание, которое сбилось с пути. Все эти переживания бескорыстной любви к людям и так далее очень хороши и полезны для обычных людей, которые следуют привычным путем природы в ее окольном, исполненном преткновений, движении к будущему единству. Но они не могут удовлетворить тех, кто хочет ускорить это движение, или точнее, кто стремится принадлежать другой линии, более прямого и быстрого продвижения, исключительному движению, которое освободит их из обычного человечества и его вековечного блуждания, с тем, чтобы они могли принять участие в духовном восхождении, которое приведет их скорейшими путями к созданию новой расы, которая проявит на Земле супраментальную истину. Эти редкие души должны отвергнуть все формы любви, существующие между людьми, ибо сколь бы прекрасными и чистыми они ни были, они вызывают своего рода короткое замыкание и разрывают прямую связь с Божественным. Для того, кто познал любовь к Божественному, все другие формы любви становятся сумеречными, исполненными низших примесей ничтожности, эгоизма и тьмы. Они скорее напоминают нескончаемый торг или борьбу за превосходство и доминирование, и даже в лучших случаях исполнены непонимания и раздражения, разногласий и конфликтов. Более того, хорошо известно, что человек уподобляется тому, кого он любит. Поэтому, если вы хотите уподобиться Божественному, любите Его одного. Только тот, кто познал упоение взаимной любви с Божественным, может понять, насколько безжизненными, пустыми и бесцветными являются по сравнению с ней любые другие чувства. Мы хотим воплотить на Земле прекрасное новое творение, в котором сила божественной любви преобразит мир и сделает его обителью, достойной божественного присутствия. Тогда сама чистая истинная любовь сможет воплотиться здесь в теле, которое уже не будет скрывать и затмевать ее, но позволит ей явить себя во всей полноте. Человек уже сознает поначалу смутно, но все более и более ясно, по мере того, как он приближается к совершенству, что только любовь может положить конец страданию мира. Только невыразимая радость любви в ее сути может изгнать из Вселенной жгучую боль разобщения, ибо только в экстазе верховного единения творение найдет свою цель и свое осуществление. Вот почему ни одно усилие не будет слишком напряженным, ни одна аскеза слишком суровой, если они смогут просветить, усовершенствовать и трансформировать физическую субстанцию так, чтобы она больше не скрывала Божественного, когда он принимает внешнюю форму в материи. Ибо тогда эта чудесная нежность будет способна свободно выражать себя в мире. Божественная любовь, которая обладает силой превратить жизнь в райскую обитель прекрасной радости. Поскольку мы решили сберечь любовь во всем ее великолепии для наших личных отношений с Божественным, мы заменим ее в наших отношениях с другими всецелой, неизменной, постоянной и безэгоистичной доброжелательностью и сердечностью, абсолютной доброй волей, которая не ожидает никакой награды или благодарности и даже никакого признания. Как бы другие ни относились к вам, вы никогда не позволите себе быть захваченным возмущением
или негодованием. В общем, аскеза чувств состоит в отвержении всех эмоциональных привязанностей любой природы, будь то к человеку, семье, стране или к чему-то еще, для того, чтобы сосредоточиться исключительно на привязанности к божественной реальности. Эта концентрация увенчается всеобъемлющим отождествлением с этой реальностью и послужит средством супраментального проявления на Земле. Когда психическое любит, оно любит божественной любовью. Когда вы любите любовью божественного, умаленной и искаженной вашим эго. Но по сути это все та же любовь божественного. Только из-за условности языка вы говорите о любви кого-то к кому-то или еще кого-то к кому-то. Но в действительности это все та же единая любовь, проявляющаяся через различные каналы. Я дала вам ключ к обретению любви, который вы ищете многие годы. Но этот ключ не ментальный. И только если ваш ум погрузится в безмолвие, вы сможете почувствовать, что я хочу донести до вас. Есть только одна любовь – любовь божественного. И без этой любви не было бы творения. Все существует благодаря этой любви. И только когда мы пытаемся найти свою собственную любовь, которая не существует, мы не ощущаем подлинной любви, единственной любви, любви божественного, которая пронизывает собой все бытие. Подлинная любовь не нуждается во взаимности. Никакой взаимности быть не может, потому что есть только одна любовь, истинная любовь, у которой нет иной цели, кроме как любить. Потребность во взаимности ощущается лишь в этом мире разделения, поскольку человек живет в иллюзии множественности любви. Но в действительности существует только одна любовь, и именно эта единственная любовь, так сказать, откликается на саму себя. Каждый из вас должен быть способен войти в соприкосновение со своим собственным психическим существом. Это не что-то недостижимое. Ваше психическое существо предназначается как раз для того, чтобы ввести вас в соприкосновение с божественными силами. И если вы в контакте со своим психическим существом, то вы начинаете ощущать и получать своего рода восприятие того, что представляет собой божественная любовь. И, как я уже сказала, недостаточно того, чтобы однажды утром вы проснулись со словами «О, я хотела бы быть в контакте с божественной любовью». Это не так. Если благодаря длительным усилиям, глубокой концентрации, великому забвению себя вы преуспеете в том, чтобы войти в соприкосновение со своим психическим существом, вы никогда не будете витать в таких мечтах «О, я хотел бы быть в контакте с божественной любовью». Вы будете находиться в состоянии, когда все предстанет вам выражением этой божественной любви и ничем больше. И тем не менее это только покров, но покров с прекрасной текстурой. Так значит, божественную любовь не нужно искать и познавать, кроме как через психическое существо. Нет, найдите свое психическое существо, и вы поймете, что такое божественная любовь. Не пытайтесь войти в прямой контакт с божественной любовью, потому что это снова будет витальное желание, толкающее вас на поиски. Вы, скорее всего, не будете осознавать этого, но это будет витальное желание. Вы должны направить усилия на то, чтобы войти в соприкосновение с вашим психическим существом. И тогда вполне естественно, спонтанно вы познаете, что такое божественная любовь. Любовь – это не что-то личностное. Любовь – это универсальное, божественное чувство. Совершенное бескорыстие, без всяких себелюбивых меркантильных расчетов – это одно из самых прекрасных проявлений деятельности психического сознания в нашем мире. Но чем выше уровень разумности, тем реже встречаются эти проявления. Развитие умственных способностей существ вызывает развитие их искусности, сноровки,
умения в самых разных областях и направлениях. Как следствие, появляется меркантилизм и расчет. Когда, например, роза распускается и цветет, это происходит совершенно естественно и непосредственно с ее стороны, просто из радости быть красивой, благоухать прекрасным ароматом, выразить таким образом всю радость своего бытия. И в этом нет никакого расчета, никакого намерения извлечь для себя выгоду. У нее это происходит само собой. В этом проявляется одна лишь радость жизни и бытия. А теперь возьмите человека, который, предположим, хорош собой. Как только он достигает определенной умственной зрелости, за очень редким исключением, он старается извлечь какую-нибудь пользу или выгоду для себя из того, что он красив и не глуп. Вообще получить хотя бы что-то для себя лично, например, завоевать восхищение окружающих, или преследовать другие, еще более корыстные цели. Таким образом, с точки зрения психического сознания, роза стоит выше человека. Только если, поднявшись в своем развитии на ступеньку выше, вы в своем внутреннем состоянии сможете уподобиться розе, но не бессознательно, как это происходит у нее, а вполне осознанно. Только тогда можно будет сказать, что вы более красивое создание, чем она. Но, конечно, при условии, что подобие должно быть полным и совершенным. Вы должны явить себя созданием, вполне раскрывшим все великолепие, заключенное в вашем существе красоты бескорыстной, живущей одной лишь радостью бытия. Любовь от цветов проявляет себя как раз в форме цветения. Когда роза раскрывает свой бутон навстречу солнцу, посылающему ей свои лучи, в этом словно чувствуется ее горячее желание отдать ему в ответ всю роскошь своего цветения, все великолепие своей красоты. Но в них, как и в животных, как в человеке, как и вообще во всем мире, действует великая сила, великое универсальное сознание и великая сила вселенской любви, которая побуждает всякое творение раскрыться и явить себя миру во всей своей подлинной красоте. Приглядитесь к цветам, к деревьям. На заходе солнца, когда все погружается в покой, посидите немного под кронами деревьев, приобщитесь к природе. Вы почувствуете, как от земли, от корней, из самых глубин исходят и пронизывает все древесные волокна, вплоть до самых верхних ветвей, устремленность ввысь, полной любви, страстного желания света и счастья, мольбы о возвращении ушедшего света. В этом порыве самая трепетная благодарность соединяется с самой горячей мольбой. В нем столько чистоты и непосредственности, что если вы сумеете слиться с ним, вы также почувствуете, как все ваше существо наполнится пламенным призывом к миру, свету и любви, той чистоты и силы, каких Земля еще не знала. Соприкоснувшись однажды, пусть даже на короткий миг, пусть даже слегка, с божественной любовью, чистой, беспредельной, истинной, вы увидите, в какую жалкую карикатуру превратило ее человеческое желание. Вы писали «Любовь от цветов – ценная помощь для обретения своего психического и объединения с ним». Не могли бы вы пояснить это более подробно? Поскольку цветы – это проявление психического в растительном царстве, воспринимать любовь цветов означало бы, что вы привлечены психической вибрацией и, следовательно, психическим в себе самих. Когда вы восприимчивы к психической вибрации, это приводит вас в более сокровенный контакт с психическим в вас самих. Быть может, красота цветов также является средством, используемым природой, чтобы пробудить в человеческих существах влечение к психическому. Божественная любовь постоянно присутствует здесь во всей своей интенсивности. Огромная сила. Но большинство людей, 99%, не чувствует ничего. Та пропорция, в которой они ощущают ее, обуславливается исключительно тем, что они собой представляют, их восприимчивостью. Представьте, например, что вы купаетесь в атмосфере, проникнутой вибрациями божественной любви,
но вы совершенно не осознаете ее. Иногда, очень редко, на несколько мгновений, у вас возникает ощущение чего-то, и вы говорите: «О, ко мне пришла божественная любовь! Что за шутка?» Просто все дело в том, что вы по той или иной причине приоткрылись ей и поэтому почувствовали ее. Но она всегда находится здесь, подобно божественному сознанию. И это одно и то же. Они всегда присутствуют здесь, все время, во всей своей интенсивности. Но люди вообще не осознают этого. Или же все происходит так. Вдруг вы оказались в хорошем состоянии, так что ощутили что-то, и говорите: «О, божественное сознание, божественная любовь обратились ко мне, пришли ко мне». Но это совсем не так. Просто у вас было крошечное открытие этой силе, очень крошечное, иногда размером с булавочную головку. И естественно, что сила вторглась в вас. Ибо она подобна активной атмосфере. Как только появляется возможность быть принятой, она вторгается и оказывается принятой. Но это справедливо для всех божественных явлений. Они постоянно присутствуют здесь, только люди не воспринимают их, потому что закрыты, заблокированы, большую часть времени заняты чем-то другим. Большую часть времени человек занят собой, и поскольку он занят собой, в нем нет места ни для чего другого. Он очень активно занят другими вещами. Человек заполнен всевозможными вещами, в нем нет места для божественного, но он постоянно присутствует здесь. Истинная любовь к божественному – это самоотдача, свободная от требований, исполненное повиновение и самопосвящение. Знаете ли вы, что такое истинная любовь? Есть только одна истинная любовь – любовь, исходящая от божественного, которая в человеческих существах превращается в любовь, обращенную к божественному. Мы можем сказать, что природа божественного – это любовь. Только в совершенном единстве с верховной реальностью может существовать совершенная свобода. И как реализовать это единство, если не через спонтанную самоотдачу, дар любви? И, как я сказала, первый жест, первое выражение любви – это служение. Только когда центральная вибрация остается чистой и выражает себя в своей изначальной чистоте, которая представляет собой раскрытие, как назвать его? Это что-то, что излучает, вибрация, которая распространяется в великолепии. И еще это подобно цветению, лучистому цветению. Тогда она остается истинной. В материальном отношении она выражается как самоотдача, самозабвение, щедрость души. И это единственное истинное движение. Но то, что обычно называют любовью, очень далеко от центральной вибрации истинной любви. Воистину, вся жизнь – это любовь, если мы знаем, как правильно жить. Человек является внешне одиноким, только если он закрыт для божественной любви. Существует жажда любви, которую не могут утолить никакие человеческие отношения. Только любовь божественного может удовлетворить эту жажду. Какой бы ни была искренность, простота и чистота отношений между двумя человеческими существами, они закрывают их в большей или меньшей степени от непосредственной божественной силы и помощи и ограничивают их силу, свет и могущество только совокупностью их потенциальных возможностей. Когда вы достигаете контакта с любовью божественного, вы видите эту любовь во всем и во всех обстоятельствах. Когда вы находите божественную любовь, вы любите во всех существах одно лишь божественное. Больше нет никакого разделения. Как же сильно изменяется точка зрения, когда мы достигаем этого более глубинного сознания, как расширяется понимание, как растет сострадание. Об этом один мудрец сказал: «Я хотел бы, чтобы каждый из нас достиг точки, где он постигает внутреннего Бога, пребывающего даже в отвратительнейшем из человеческих существ,
Вместо того, чтобы проклинать его, мы сказали бы: «Восстань, блистательное существо, ты извечно чистый, ты не знающий рождения и смерти. Восстань, всемогущий, и прояви свою природу». Давайте жить согласно этому прекрасному высказыванию, и мы увидим, как все вокруг нас словно чудом преобразится. Это подход, присущий истинной, сознательной и различающей любви. Любви, которая умеет видеть дальше видимостей, понимать помимо слов, и которая среди всех препятствий находится в постоянной общности с глубинами. Пусть божественная любовь будет твоей целью. Пусть чистая любовь будет твоим путем. Будь всегда верен своей любви, и все трудности будут побеждены. Мое дорогое дитя, шлю тебе свою любовь и благословение.